Всем привет! 10 лет назад появился последний полностью новый легковой автомобиль, созданный в России – Lada Vesta. Однако стоит отметить, что еще есть Aurus, производство которого напоминает космические корабли. Очень малый тираж и безумно дорого. На учет за весь прошлый год поставили 27 машин, при средней цене в 40 миллионов рублей за автомобиль. Кроме того, его конструкция не является полностью отечественной, и скорее всего без помощи Porsche он бы вообще не появился. Как так получилось? Многие факторы связаны с риторическим вопросом о желании наших правителей глобализироваться во всем остальном мире, от чего мы получили немало проблем за последние 1,5 года. Отсутствие идеи развития национального автопрома и общий чиновничий пофигизм также играет роль. Ситуация в автопроме очень похожа на положение дел в любом научно-исследовательском институте советских времен. Разработчикам новейшей техники ставят перед носом ограничительный перечень, где можно использовать только определенные детали. Например, если тебе нужен миниатюрный шаговый двигатель, то возьми такой, который весит 1,5 кг. А если ты хочешь микропроцессор, то здесь даже нет таких слов. Зачем производить электронику, современные двигатели и автоматические коробки, если можно просто купить их за границей? Отечественные инженеры, решившие создать современный автомобиль, имеют всего лишь несколько компонентов, которые они могут произвести сами. Например, автомобильные стекла, аккумуляторные батареи из Тюмени, противоугонные устройства и резиновые коврики. Даже электромагнитные реле, такие простые в производстве, предпочитают покупать в Китае, потому что это дешево и не требует собственного производства. В СССР было просто решать все. По всей стране были популярны ЗИЛ-130, а такси использовали ГАЗ-21. Это были продукты сельского хозяйства, которые не боялись международных скандалов или разрыва добрососедских отношений. И даже экспортировали машины, они были недорогими, легко ремонтируемыми и прочными. Можно сказать, что это было решение проблемы, и до сегодняшнего дня мы реально производим отличную военную технику, танки, ракеты и так далее, а автомобили не можем. Нужен ли нам суверенный автопром? Дружно все кивают, но я боюсь, что сегодня дальше разговоров дело все равно не пойдет, все уже отдали китайцам. А вы знали, что на Автоспот можно найти не только лучшее предложение по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Ссылку на секретные акции, скидки и спецпредложения я оставил в описании, пользуйтесь. Там же вы найдете лучшие предложения на новые автомобили. Нам нужно свое массовое производство автомобилей по народной цене. Разрабатывать свой современный автомобиль сегодня не хотят. Говорят, это медленно, дорого и невыгодно. Но если взяться за электромобиль, то есть некоторые шансы. Автопром сегодня находится на том же месте, что и отечественный футбол, без футбола. Все есть. Футболисты и деньги, но нет футбола. Как показала практика, за последние 2 года сами только шильдики клеим на китайский клей, вот и весь автопром. Нам надо бы постараться, пока что это по силам. Или покупаем проездные билеты на общественный транспорт. К счастью, мы еще не разучились делать автобусы, трамваи и вагоны метро. Ну и если что, у нас есть родимые УАЗы и Нивы. Практика показала, что их можно производить до бесконечности. Однако гигантского отставания в области электрокаров у нас пока что нет, поскольку электрички сами по себе сравнительно молоды. А как считаете вы, когда выйдет полностью наш автомобиль по народной цене? Пишите в комментариях.